На автобусной остановке Ларису должен был встречать муж Степан. Он обещал подъехать за ней на своей старенькой Ниве, которая дальше поселка давно уже никуда не выезжала. Старая, с облупившейся краской машина отслужила свой век и была теперь годной только для перевозки каких-нибудь хозяйственных грузов. Лариса спрыгнула с подножки рейсового автобуса и огляделась. На дороге кроме нее больше никого не было. «Ах ты, Стёпка, опять запил, наверное», — подумала она. «Нельзя тебя одного дома оставлять, обязательно сорвешься». На улице уже смеркалось, и с неба светила желтым глазом луна. Это было очень красиво, потому что снег искрился при лунном свете, создавая впечатление некой лесной сказки. Но Ларису вся эта красота не радовала и не вдохновляла. До дома еще шагать и шагать, километра 3-4. По светлому еще нормально, а вот по темени зимой ходить опасно. Вдоль дороги шастают голодные волки. Позавчера деревенские мужики говорили, что видели волчью стаю, когда возвращались домой. Есть же у других женщин нормальные мужья, работают и не пьют. Но почему Ларисе так не повезло со Степаном? Вроде по молодости нормальный и работающий парень был. Потом оказалось, что он бесплоден и у них с Ларисой не будет детей. «Прости, Лариска, можешь меня бросить, если хочешь», — сказал он тогда ей. Но она не бросила. «Не в детях счастье», — ответила она. «Будем любить друг друга». Ну а как иначе, что она еще могла сказать разочарованному, любимому мужчине? Поддержала, пожертвовала собой. Степа вроде сперва обрадовался, что Лариса осталась с ним, а потом то ли из-за чувства вины и неполноценности, то ли на генном уровне стал прикладываться к бутылке. И постепенно совсем испортился. Лариса еще и сейчас могла бы найти другого мужа и родить, только нет больше в деревне мужчин. Кто давно женат, кто в город уехал, свободными остались те же забулдыги, как и ее Степан. Не с молодыми же пацанами ей сходиться. Все-таки она взрослая женщина, 40 лет в этом году будет. Лариса работала в поселке фельдшером и всех людей знала. Не было здесь для нее подходящей пары. Ну, что делать-то? Автобус уехал, людей нет, Степа где-то валяется, скорее всего. Мобильный телефон, конечно, разрядился. Машины здесь и днем не ездят, не то что ночью. Ничего не поделаешь, придется топать самой по лесной тропинке, главное не позволять внутри себя страху разгуляться. А то, говорят, волки чуют страх на расстоянии. Собралась духом и побежала. Лариса благополучно преодолела почти весь путь до поселка, остались последние 500 метров. Вот уже и деревенские дома появились на горизонте, как вдруг Лариса не то что услышала, а почувствовала, как кто-то бежит за ней. Оглянулась, черная тень с острой мордой и 4 лапами как бы скользила по снегу и очень быстро приближалась к ней. Похоже, что волк или собака. На всякий случай Лариса нащупала в снегу палку. Это хорошо, что теперь она вооружена, значит, просто так не сдастся. Будет сражаться за свою жизнь. Лариса знала, что к дикому зверю нельзя поворачиваться спиной, а тем более бежать от него. Вот если бы было дерево, то она бы забралась на него, а на открытой местности ее бегущая фигура только разодорит аппетит хищного последователя. Вот тень уже совсем близко. Да, это волк. Вроде даже как волчица. «А ну пошла вон!» – закричала Лариса изо всех сил и замахнулась палкой на волчицу. Но это не остановило зверя. Животное перепрыгивало последние сугробы. Вот волчица напряглась, прицелилась и прыгнула на Ларису. В тот же самый момент раздался выстрел. Волчица свистнула и упала на снег, тяжело дыша. «Господи, как я вовремя успел, а то бы она вас сожрала!» – раздался мужской голос в темноте. «Кто это?» – прохрипела Лариса с пересохшим горлом. «Олег Иванович Звягинцев, подполковник в отставке. Приехал жить в ваш поселок», – отрапортовал мужчина. «Не знаю такого», – пожала плечами Лариса. «А вы тут всех что ли знаете?» – усмехнулся он. «Конечно, здесь все друг друга знают. К тому же я фельдшер», – ответила Лариса, подходя к волчице. «Не трогайте ее. Она может укусить, если еще жива», – предупредил Олег. «Она жива», — эхом повторила Лариса, подходя к волчице все ближе. «Не подходите», — еще раз строго предупредил подполковник. Но Лариса его не слушала. Она уже осматривала рану слабо порыкивающей волчицы.
«Подойдите ко мне и помогите», — почти приказала она. «Что помочь?» — не понял Олег. «Пасти перевяжем, чтобы не кусалась, потом по полю вытащим и отпустим в лес», — раздраженно объяснила Лариса. «Надо было убить ее, но вы только ранили, и теперь я не могу ее здесь бросить». «Вы сумасшедшая», — сказал Олег, но подошел к раненой волчице. «Вяжите!» — крикнула Лариса. «Откуда у нее нашлась веревка?» — подумал Олег. Она уже умело накинула петлю на волчью пасть, оставалось только затянуть узел. Ничего удивительного, дед и отец ее были охотниками, многому ее научили. Лариса скинула с себя куртку. Они с подполковником переложили туда волчицу и понесли ее в поселок. «К вам можно, а то у меня муж», – прошептала Лариса. Олег молча кивнул. Операция длилась не очень долго. Лариса сбрила шерсть волчицы, продезинфицировала над огнем нож и ловко извлекла пулю, которая вошла не так уж и глубоко. Болевой порог у животных притуплен, к тому же Лариса сделала ей обезболивающий укол. После операции четвероногая пациентка уснула. Через 2 дня волчица уже смогла ходить. Никто зверя не держал. Олег, если честно, даже хотел, чтобы она побыстрее ушла в лес. Но волчица не уходила. Через некоторое время стало понятно, что она была беременна. Мужчина недавно купил этот дом и еще толком не освоился. В сарае лежало прошлогоднее сено, там они и устроили волчице логово. В начале мая она родила 2 волчат. Лариса все реже приходила навещать волчицу и Олега. У Степы обнаружили цирроз печени. Он медленно и мучительно умирал. Когда волчата подросли, волчица увела их в лес. Никто не знал, что произошло с их отцом-волком, но было предельно ясно, что его нет в живых. Чувствуя, что одной ей не справиться с потомством, волчица оставалась у людей до тех пор, пока ей требовалась их помощь. Степа к осени умер. Лариса и Олег начали встречаться. Когда Лариса забеременела, Олег сделал ей предложение. Ведь мужчина был еще совсем не стар, все-таки 45 для мужчины это не возраст. Семьи у него не было. Вся жизнь прошла на службе. Через год после случая с волчицей, они с Ларисой поженились. Так этот странный случай свел пару, у которой появился шанс на семейное счастье. А волчицу, да и других волков вблизи деревни никто и никогда больше не видел. Спасибо, дорогой друг, что дослушал до конца. Делись своим мнением в комментариях, а также подписывайся на канал. Впереди еще много интересного.